История роскошного американского океанического лайнера «Монтерей». «Монтерей» был роскошным океанским лайнером, спущенным на воду 10 октября 1931 года. Корабль был завершен в апреле 1932 года, был третьем из 4 кораблей Белого флота компании Matson Lines, которые были спроектированы Уильямом Фрэнсисом Гибсом и также включали Малола, Марипоуса и Леорлайн. «Монтерей» был построен для продвижения поездок на Гавайи и для обслуживания лайнеров в Тихом океане, включая регулярные остановки в портах на западном побережье США, Самоа, Фиджи, Новой Зеландии и Австралии. 12 мая 1932 года она доставила 83 пассажира из Нью-Йорка на западное побережье в установочный круиз. Ее первое плавание официально началось 3 июня 1932 года в Сан-Франциско, Калифорния, после чего она сделала остановки в Лос-Анджелесе, Гонолулу, Окленде, Пага-Пага, Суве, Сиднее и Мельбурн. Она добилась триумфа по связям с общественностью, когда доставила ценные припасы на Медведь из Окленда во время второй экспедиции Берда на Южный полюс. Во время Второй мировой войны «Монтерей» служил быстрым транспортным средством, часто действуя в одиночку, чтобы его не замедляло плавание строем в составе конвоя. Морская комиссия США зафрахтовала его в 1941 году до объявления войны США для перевозки 150 китайских, корейских и японских миссионеров и оказавшихся в затруднительном положении граждан США обратно в Сан-Франциско. Вернувшись домой, ее быстро переоборудовали, чтобы вместить 3500 солдат. Корабль был доставлен компанией Oceanic Steamship Company, подразделением Matson, 3 декабря 1941 года в Сан-Франциско. 16 декабря 1941 года он отправился на Гавайи с 3349 солдатами, вернувшись с 800 потерями в результате нападения на Перл-Харбор. 1941 год. Из-за срочной необходимости укрепить Гавайи армия выдвинула погрузку 2 быстроходных кораблей «Монтерей» и «Мацония» войсками, самолетами и боеприпасами в надежде, что они отплывут самостоятельно к 13 декабря. Военно-морской флот выступал против любых конвоев без сопровождения, и несмотря на аргументы армии на самом высоком уровне, корабли были задержаны до 16 числа, когда «Монтерей», «Мацония» и «Лурлайн» отплыли под эскортом. Путешествие в Неаполь было его первым боевым опытом. 6 ноября 1943 года в бою у мыса Бугарун, Алжир, 25 самолетов атаковали колонну. «Монтерей» сбил вражеский бомбардировщик, который пролетел над кораблем, оторвал радиомачту и рухнул в океан. В составе конвоя военный корабль «Санта-Елена» компании Грейс Лайн был торпедирован и начал тонуть. «Монтерей» спас 1675 человек, используя свои лодки и сети, доставив выживших в Неаполь. В июле 1944 года от залива Милн до залива Аро корабль сел на мель, войска выгрузились, и корабль смыло с прилива. 20 января 1945 года корабль «Монтерей» покинул Сан-Франциско с американскими и канадскими войсками, а также личным составом королевских ВВС в Новую Гвинею. 4 февраля 1945 года прибыл в гавань Финшафен, Новая Гвинея. 16 февраля 1946 года австралийские военные невесты прибыли из Сиднея в Сан-Франциско с остановками по пути в Суве, Фиджи и Гонолулу, Гавайи. 26 сентября 1946 года «Монтерей» прибыл на верфь Аламеда в Калифорнии для переоборудования и возвращения к пассажирским перевозкам с Мэдсоном. Деньги на проекте закончились после того, как было выполнено 30% работ. 5 лет он простаивал в Аламеде, затем был куплен правительством США в августе 1952 года. Его отбуксировали на консервацию в близлежащем заливе Суисун. Между тем Мэдсон пользовался неплохим послевоенным успехом с Леорлой и стремился снова расширить свои пассажирские перевозки. У Мэдсона было судно класса С-4 Mariner, которое переоборудовали в круизное судно для Океании и Австралазии. Этот корабль первоначально назывался Free State Mariner, но Мэдсон переименовал его в «Монтерей».
Мэдсон выкупил старый законсервированный Монтерей обратно у правительства США 3 февраля 1956 года, и ему пришлось придумать для нее новое имя. Она была переименована в Matsonia, который был продан Home Lines в 1954 году и впоследствии переименован. Новая Matsonia, бывшая Монтерей, впервые отплыла из Нью-Йорка в Сан-Франциско 22 мая 1957 года, чтобы объединиться со своей сестрой Лурлай в рейсе Сан-Франциско, Лос-Анджелес-Гонолулу. В течение 5 лет прибыль от пассажирских перевозок упала до такой степени, что Мэдсон решил на неопределенный срок закрепить Масонию в заливе Сан-Франциско. Родственное судно Леорлайн продолжало работать, но в феврале 1963 года у него возникла серьезная проблема с турбиной, тот, который потребует дорогостоящего ремонта. Вместо того, чтобы ремонтировать Леорлайн, Мэдсон продал всеми любимое судно компании Chandris Lines, чтобы переименовать его в Элинис. Уязвленный плохим общественным мнением по поводу маневра, Мэдсон 6 декабря 1963 года переименовал бывшую Matsonia в новую Леорлайн и вернул ее в строй. К 1970 году доходы от пассажиров упали настолько низко, что Мэдсон решил полностью прекратить обслуживание пассажирских лайнеров. 25 июня 1970 года Леорлайн прибыл в Сан-Франциско для продажи компании Chandris Lines. 5 дней спустя он под новым владельцем вышел из Золотых ворот в сторону Пиреи под новым именем Британис. В Пирее Британис был значительно модифицирован для размещения 1655 пассажиров, в основном за счет разделения существующих кабин и преобразования грузовых отсеков в новые зоны кабины. Она снова поступила на службу 21 февраля 1971 года в составе подразделения Chandris Fantasy Cruises, оставив Саутгемптон в Сиднее и обратно. Обычная поездка туда и обратно она будет совершать в течение 3 лет. В 1974 году он служил круизным лайнером в Карибском море зимой и в Европе летом. В мае 1982 года Британис курсировал между Нью-Йорком и Бермудскими островами с меньшей вместимостью – 1200 пассажиров. Капитальный ремонт в 1986 году включал в себя детали от ее сестры Элинис, некоторые из которых достались Элинису от Хоумерек, когда Хоумерек был списан в 1974 году. К этому моменту части 3 родственных кораблей теперь были связаны вместе в Британи. Ремонт дал британцам 8 лет плавания по Карибскому морю до 19 ноября 1994 года. Британис был зафрахтован правительством США в 1994 году как плавучая казарма для военнослужащих в заливе Гуантанамо, Куба. Он получил незначительные повреждения в результате электрического пожара и был отремонтирован за счет правительства США, а затем поставлен на прикол в Тампе, штат Флорида, в конце 1996 года. Chandris решил продать Британис в рамках плана по прекращению операций круизной линии для Fantasy Cruises и дальнейшему инвестированию в их новый бренд Celebrity Cruises. Корабль оставался на якоре до 24 января 1998 года, когда он был продан AG Bellefin Investments из Лихтенштейна и переименован в Bellefin 1. 9 июня 1999 года F-Chronicle сообщила, что судно может быть превращено в отель в заливе Сан-Франциско. Ее новые владельцы намеревались окупить свои инвестиции, продав судно сломщикам, но падение цен на сталь задержало их более чем на год. 3 июля 2000 года Bellefin 1 был отбуксирован буксиром Ирибис из залива Тампа. Bellefin 1, по-видимому, начал набирать воду и крениться во время рейса, но на борту не было никого, чтобы исправить крен. Экипаж буксира освободил ее, и Bellefin 1 перевернулся и затонул в 50 морских милях, 93 километра, к югу от Кейптауна, Южная Африка, 21 октября 2000 года. В романе Эрла Стэнли Гарднера «Дело заикающегося епископа» 1936 года выясняется, что главный герой путешествовал из Австралии в Сан-Франциско на борту Монтерея.
Название корабля было сохранено для экранизации через год после публикации романа. Песня Bridal Train, выпущенная в 2004 году, повествует о невестах войны, которые путешествовали на Монтерее в 1946 году, и в первых строках упоминает название корабля.